Я очень давно хотел выступить на этой конференции. Спасибо за то, что дали такую возможность. Все время думал, что я нового расскажу коллегам, ну вот из практики, да. Ну, наверное, я новое расскажу, как в организации с численностью там 15 тысяч человек за какой-то период времени, достаточно такой обозримый, реализовать определенные проекты, связанные с трансформацией системы управления данной таких крупных компаний. Немножко, когда я буду разговаривать, рассказывать, я расскажу вам, мы проговорим, и я упомяну понятие каталог услуг, он у нас всплывет, потому что я чуть-чуть расскажу о нашем проекте создания общих центров обслуживания и как нам бизнес-студия очень здорово помог в этом проекте сократить сроки по реализации. Конечно же, все, о чем я буду рассказывать, это о процессном подходе к управлению. И мы всем своим сотрудникам объясняем, в чем смысл данного подхода к управлению, к менеджменту. Я немножко расскажу, где мы интегрировались с другими системами, конкретно с бережливым производством. Расскажу про стандартные операционные карты и как мы их, опять же, встраиваем в бизнес-студию и работаем с ними, с бизнес-студию. Про IPC расскажу, также опять с точки зрения бережливого производства. И OPL, это один из тоже способов стандартизации, расскажу. И немножко про планы расскажу, про применение BPM-систем. Да почему про план? Уже про факты применения BPM-систем в компании и про SOX-аудиты. Это в целом я буду упоминать. Я буду стараться избегать PowerPoint караоке, да, то есть буду какую-то основную суть вам рассказывать. Надеюсь, слайды вы сможете сами разобрать, коллеги. В целом про нас, да. Мы агрохолдинг, довольно крупный агрохолдинг. Компания образовалась в 2003 году, вертикально интегрированная компания, значит, она включает в себя основные виды деятельности, это Комос Агро, это все, что касается полей, приведены какие-то цифры, это Комос Молоко, это производство молочки, Комос Мясо, это производство мяса и переработки мяса, Комос Птица, это производство яиц и мяса птицы. Корма, это комби-корма, и трейд – это магазины. Помимо этого есть сопутствующие организации, Комос Логистика и центры обслуживания. В целом компания насчитывает 13,4 тысяч сотрудников, сейчас уже 14. Показатели по выручке, по EBITDA вы видите. В целом по продукции, наверное, наш бренд вы видите в магазинах. Это село Зеленое, это федеральный бренд. Я надеюсь, вы его покупаете. Покупайте, вы молодцы, вы все правильно делаете. Если говорить по таким каким-то показателям, связанным с этими цифрами, то по производству UHT молока мы вторые в России, по переработке молока и по производству яиц мы четвертые в России. По выручке, вот рейтинг Forbes вышел, мы входим в 500 крупных компаний. То есть масштабы, наверное, холдинга вы можете представить. Он распределен территориально по нескольким регионам, и имеет федеральную представленность. Мне просили переименовать этот слайд, хотя у меня назывался «Цели проекта», потому что для меня это проект. Внедрение процессного подхода к управлению для меня это проект, но назвали теперь деятельность. Цели, для чего мы это сделали? Первое – это управляемость агрохолдинга. В том числе достигали за счет того, что пересматривали систему управления, пересматривали зону ответственности управляющей компаний, субхолдингов, сервисных компаний, распределение зоны ответственности. Сформировать единую систему менеджмента, я потом покажу, как мы ее выстроили и почему мы ее так выстроили, расскажу. Определить владельцев процессов. Вот здесь, коллеги, остановлюсь, потому что с моей точки зрения это самое важное. Не просто определить, а донести до конкретных людей, что значит быть владельцем процессов, что значит, какие функции он как владелец процесса обязан и должен выполнять. И дальше уже его задача как владельца процесса определять степень декомпозиции и работы с этими процессами. Так нас учил великий Тимур Кадыев, так мы и делаем. Вот. Не зря ж ты приехал, правильно? Дальше, с моей точки зрения, одна из основных задач – это принятие решения на основе цифр, то есть это выстроить систему управления, отчетности, которая позволяла бы действительно нам принимать решения не субъективно, а ориентируясь на конкретных показателей. Но и поддержать трансформации, и ИТ-трансформацию, и HR-трансформацию. Сегодня в одном из докладов мы говорили про команды, про людей. Вот наши проекты в том числе затрагивают пересмотр компетенций. Я дальше немножко про это вам расскажу.
Да, стартовали мы в августе 2019 года, когда вот скромный парень из Питера высадился в удмуртских лесах, ну и, собственно, вот вся эта деятельность началась. Если говорить уже про задачи, то основное, с чего мы начали, это, конечно, сформировать компетенцию, связанную с процессным подходом в агрохолдинге. Мы умышленно ввели должность не бизнес-аналитик, да, там, мы ввели понятие процессный аналитик. Мы ориентируемся на профстандарт, который разработан, мы ориентируемся на свод знаний СИБОК. Отдельно, коллеги, у нас есть функция системный аналитик. Мы им говорим, что ваш свод знаний – это бабок. Вот мы разделили эти понятия, и, собственно, началось формирование команды. До этого в компании не было, связанной с процессным анализом. Ну и дальше все остальные вещи вы здесь читаете. Помимо того, что компетенцию, конечно же, основное, для чего мы дальше, с чего мы начали, это определить категории бизнес-процессов, группы бизнес-процессов и, конечно же, закрепить владельцев и объекты управления. Чем эти владельцы управляют, что являются их объектами управления. Все остальные там задачи, это типовые задачи, связанные с процессным анализом. Я, наверное, на них не буду останавливаться, коллеги про это очень подробно рассказывали. На момент входа в компанию в компании существовало понятие бережливое производство, и оно существовало, в определенной деятельности уже было. Было понятие системы, подразделений, связанные с менеджментом качества. Фокус, правда, этого подразделения был на пищевую безопасность. В итоге мы сформировали такую систему, в основе которой лежит процессное управление. Упрощаю, процессный подход слишком долго говорить. Вся методика определения владельцев, формализация процессов, определение этих процессов, метрика этих процессов и так далее лежит в основе. Для того, чтобы нам управлять изменениями, внедрять изменениями, да, мы используем модель Откар, некоторые элементы его, но в том числе и применяем понятие. У нас раньше был кнут и пряник, потом от пряника отказались, им бить больно. Да? Иногда мы это тоже применяем. Дальше. Процессы нам дают основу, является основой для коллег из ИТ. При проектировании бизнес-процессов мы определяем инструментарий, то есть ИТ-инструментами. Мы фиксируем бизнес-требования с помощью бизнес-студио, там есть такой функционал, можно внести требования к информационным системам и это потом вывести в виде функциональных требований к информационным системам. В том числе работа, связанная с бизнес-процессами, конечно же, позволяет коллегам из ИТ гарантированно использовать уже, скажем, те процессы, в рамках которых достигнута договоренность, значит, при разработке каких-то ИТ-продуктов не будет больше изменений, да, чего больше всего не любят коллеги в ИТ. Бережливое производство мы встроили. Точнее так, мы распределили данные инструменты, сфокусировали бережливое производство на вопросы, связанные именно с производственными процессами. Мы убрали у коллег функции, связанные с страт-планированием, и в том числе забрали некоторые функции. С помощью, опять же, бизнес-студии будем достигать, и покажу вам как. Вопрос, связанный с стандартизацией некоторых процессов. Ну и направление качества, опять же, в основе процессы, в основе ISO там процессы, но мы разделились с коллегами, договорились, что их фокус из подразделения качества больше на менеджмент качества, связанный с пищевой безопасностью. И это все позволило нам сформировать бизнес-архитектуру, которая приведена от вас слева, да, получится справа. Это наше видение бизнес-архитектуры. Как я уже сказал, все наши направления, в том числе, связаны с ИТ-трансформацией и HR-трансформацией компании. Специфика описания. Вообще не специфика, а стандарт, который мы применяем. Про него коллеги также говорили. У нас есть всегда подготовительный этап, есть инициация процесса. В данной инициации мы определяли владельцев бизнес-процессов, есть некий график по формализации бизнес-процессов. Дальше идет обследование, дальше после обследования мы формируем на верхнем уровне бизнес-процессы и определяем ИТ-инструменты.
в принципе, это типовая история, которую мы применяем, и мы не здесь, конкретно вот в этой истории мы каких-то ноу-хау не достигли, мы шли чисто, стандартно по методике, потому что она рабочая, она понятная, я думаю, что и применима для всех. Вот здесь вот это скорее наша особенность. Для того, чтобы нам на старте этой деятельности в крупном холдинге примерно спланировать нашу деятельность, мы применяли референтные модели. Мы брали референтные модели СТУ с точки зрения управляющей компании в первую очередь, и мы брали референтные модели процессов и PQC. И PQC, с моей точки зрения, более детальная все-таки такая референтная история, поэтому мы ее брали за основу. Это позволило нам примерно спрогнозировать количество категорий бизнес-процессов, групп бизнес-процессов и самих бизнес-процессов, если мы говорим про декомпозицию, по предприятиям. Вот примерно на каждом получается такое количество, там 69, 302 и 6500. Но по факту, да, и есть классические, да, выделение процессов там, управления, основных, обеспечивающих. Мы не всегда такую модель применяем, то есть у нас есть в зависимости от типа предприятия, от объема его процессов, от сферы деятельности, мы применяем либо текущую классификацию, на примере где-то здесь приведено, да, процессы управления, основные процессы, либо выбираем процессы, там, пытаемся, конечно, в 12 уложиться, да, но примерно у нас, видите, в данном случае 17 получилось. Мы не стараемся, мы не всегда придерживаемся жесткой нотации, все-таки я дальше объясню, почему. Как коллеги уже многие рассказывали, и я ставил целью, и мы хотели, и добились этого, мы к уровням бизнес-процессов мы привязывали ту регламентную документацию, которая должна сопровождать эти бизнес-процессы. У всех, то есть я не буду рассказывать, такой же есть типовой цикл изменений этого всего. Любое изменение в процессе утверждается приказом, потому что это связано с трудовой деятельностью сотрудников. Это, я, наверное, не буду на этом останавливаться. Важно, что мы добились, что из бизнес-студии у нас с минимальным участием ручным формируются регламентные документы. И основная моя задача была сформировать такие документы, которые бы относились к разному уровню управления. Мы выделяем для себя, что для категорий и групп процессов у нас относятся руководство и положение. И это документы, которые относятся, если с точки зрения оргструктуры, для топ-менеджмента. Для исполнителей это уже группы бизнес-процессов. Бизнес-процессы – это регламенты, порядки, инструкции. То есть для каждого уровня управления свои документы. Мы хотели избежать ситуации, когда заставляют или там человек работает с документом или изучает, или отвечает за тот процесс, который ниже его по иерархии. Да, мы выравнивали эту всю ситуацию. Коллеги, еще раз говорю, это наш внутренний подход. То есть я понимаю, что где-то мы будем отходить, наверное, от канонов и стандартов. Нюансы. Самое, да, владелец. Это вообще самое важное, без этого мы никуда не двигаемся. Не я меняю процессы, отвечает за изменения владелец. Я помогаю, я где-то направляю, мои сотрудники где-то подсказывают. Да, но это все делает владелец. Это его задача, это его менеджерская обязанность. И мы с вами, я думаю, что если бы в России был высокий уровень менеджерской компетенции, наверное, эти конференции не были бы такие представительные. Вот. Диагностика. Да, мы формируем каталог процессов на основании референтных моделей. Нам надо было за что-то зацепиться, то есть чем-то прийти к человеку в чистое поле. И дальше уже на основании этих каталогов мы адаптировали эти процессы, меняли формулировку, упрощали, убирали какие-то детализации. При разработке концептуального дизайна, для нас основное, чтобы для нас формализация процессов и отображение их нотаций – это инструмент, с помощью которого я людям показываю текущую картину их процессов. И я хочу сделать ее такой, чтобы любой человек на любом уровне понимал эту нотацию. Поэтому, во-первых, мы действительно проводили очень много и проводим обучений коллег, связанных с процессным подходом, к формализации бизнес-процессов. Мы стартовали с того, что
формализацию делали процессные аналитики, но постепенно мы переходим и отдаем эту функцию и делегируем ее коллегам уже в конкретных процессных категориях, процессных группах, подразделениях, потому что это их зона ответственности. И не всегда мы следуем четко нотации. Там, где нотация позволяет избежать, не влияет на последующее формирование регламентной документации с бизнес-студии, мы допускаем отступление от канонов. Для того, чтобы запустить всю эту систему, конечно же, мы создали документы, которые формируют систему процессного подхода к управлению, а именно сформировано положение о процессном управлении, где прописано для чего и как. Сформировано положение соглашения о моделировании, в котором описывается, как моделируем, как вносим изменения. Сформирован глоссарий процессного управления, где четко зафиксированы термины, чтобы все говорили на едином языке, чтобы не было формулировок с разным разночтением. Я про это не говорю, это само собой разумеющееся, просто без этого такие, наверное, системы не запускаются. Следующий нюанс, второй этап, это построение самой процессной модели. И вот для нас при старте, это все как айсберг было. Да, мы взяли PQC, мы примерно прикинули, но по факту, когда ты приходишь, начинаешь декомпозицию, выясняется, что на самом деле объем гораздо шире. Конечно же, мы проводим обучение, мы формируем верхний уровень, при обследовании мы также фиксируем KPI. Важный момент, что мы сейчас уже при отрисовке бизнес-процессов, даже когда драфт мы получили, мы их публикуем в HTML, мы не используем портал, сразу же, отвечаю на вопрос, не используем портал. Почему? Не используем, и все. Вот нам HTML-публикация, она как-то более удобна. Я дальше покажу, как. И говорю, что отсутствие жесткой привязки, да, мы соблюдаем каноны, но там, где, формализация и схема будет выглядеть гораздо более понятно, мы можем это упустить. Не ругайте нас за это. Третий этап – это работа с процессами, это уже стабилизация и оптимизация, реинжиниринг. Слава богу, реинжиниринга мы не допускаем пока. Я надеюсь, не дойдем ни до когда до него. Но вот оптимизация, мы используем разные инструменты оптимизации бизнес-процессов. Мы начали использовать очень активно функционально-стоимостной анализ для того, чтобы посчитать, прикинуть теоретически, насколько это вообще выгодно это заниматься. И дальше мы работаем с BPM-системами. Я покажу, как мы потом, логику работы. Всегда мы при стабилизации, у нас есть план изменений, план улучшений, объем изменений, которые необходимо достигнуть. За это отвечает владелец процесса. Наша задача только, скажем, суппортить его и в какой-то момент подталкивать коллегу вперед. Хотя, конечно же, это зона ответственности конкретного менеджера. Теперь один из проектов, таких проектов трансформации компании, это было создание общих центров обслуживаний. И мы в ОЦО забрали, он идет у нас поэтапно, мы в ОЦО забрали HR-процессы и юридические процессы, забирали, опять же, по модели те функции, которые ближе всего и больше всего были готовы к этим изменениям. И на самом деле мы не ставили задачу оптимизации процессов, коллеги. Компания развивалась, скажем, как большинство российских компаний, прирастая активами. И прирощенные активы, они, как правило, имеют разную структуру управления, разную степень менеджмента, разную организацию процессов внутри себя, даже с точки зрения одной области деятельности, что-то вроде HR. Да? Поэтому первое, что мы делали, это нам нужно было стандартизировать процессы, привести их под один знаменатель. Для этого нам нужно было очень быстро научиться их отрисовывать и очень быстро сравнивать их между собой. В данном случае идет речь о больше, чем 20 предприятий, даже больше. То есть надо было сравнить процессы, тот же самый прием, сравнить сразу же по предприятиям, целому десятку, и выявить отличия и определить, а какой же процесс мы возьмем как референтный, как итоговый, который заберем в ОЦО. Бизнес-студио нам позволило сделать такую работу, позволило с помощью отчетов выводить сравнения и позволило, что очень важно для
ну, так скажем, одним из результатов ОЦО или то, на чем работает ОЦО, является каталог услуг, который предоставляет ОЦО. Вот опять же, бизнес-студио позволило нам с донастройками, естественно, но вот этот каталог услуг сформировать, ну, скажем, ну, давайте говорить на лету. Надеюсь, мне это зачтется в стоимости лицензий. Вот, процессы, вот ОЦО. Дальше. Как я уже сказал, даже написал, видите, должно точно зачитаться мне. Да. Не ограничивайте меня в этом, да? Дальше. Помимо того, что мы научились на лету делать каталог услуг, мы научились данные процессы, формализованные в бизнес-студию, передавать в BPM-систему на исполнение. Да, мы с вами прекрасно понимаем, что процесс отрисованный, ну, это как бы еще не живой процесс. Да, лучше всего, когда процесс является исполнимым. Для этого люди придумали BPM-системы, и вот, собственно, одну из них я немножко покажу слайд. Опять же, надеюсь, мне это зачтется в лицензиях. На текущий момент у нас вот в каталоге услуг вот более 900 позиций, это по HR только, да, 900 услуг, которые оказывает данное предприятие. Помимо формализации, ну, смотрите BPM, да, мы используем имитационное моделирование, мы используем функционально-стоимостной анализ. Ну, скажем так, мы начинаем это использовать. Я не скажу, что это у нас уже устоявшаяся практика, но мы сейчас понимаем, что про ФСА мы все больше и больше имеем потребность в этом, потому что у нас вот сейчас идет огромный пул задач по трансформации бизнес-процесса. По публикации, как я уже сказал, формализованные бизнес-процессы, драфт мы переводим в HTML, отсылаем людям для того, чтобы они изучали. По результатам, когда модель согласована, она утверждается приказом и с матрицей ответственности там, и так далее, и так далее. То есть все по науке. Здесь мы экстремизмом не занимаемся. Формализованные бизнес-процессов мы публикуем на корпоративном портале. Он пока что в Bittrex, но при внедрении, сейчас переходим на SAP SuccessFactors, эту историю мы переведем в SAP-овский портал. Так же, как и у коллег, у нас основная задача, чтобы у нас из бизнес-студио формировались на лету регламенты, должностные инструкции. Ну, тут здесь каких-то там ноу-хау нету. Да, также ведем организационную структуру, поддерживаем компании для того, чтобы должностные инструкции формировались. Ну, собственно, на портал публикуются, в отличие от коллег, у нас модели с ограничением доступа по юрлицам. Ну, то есть модель одного субхолдинга не видит другой субхолдинг. Ну, это наши там требования. Теперь про взаимодействие систем. У нас внедрена система BPM Creation. Причем довольно уже так серьезно. У нас и ITSM сидит на Creation, и тикет-система в ОЦО у нас внедрена. Наша модель взаимодействия вот следующая, что бизнес-студию мы используем на данный момент времени как среду формализации бизнес-процессов и согласования, ну, инструмент согласования бизнес-процессов. Плюс оптимизация самого процесса с помощью ФСА. После того, как мы подтвердили теоретически, что данный процесс является для нас оптимальным, мы его на тестирование передаем в BPM-систему для того, чтобы уже прогнать его тест, сделать. Ну и дальше уже после тестирования модель цементируется, ну или корректируется по результатам, да, цикл может там замыкаться, но если все хорошо, то мы в бизнес-студии уже цементируем эту модель, она является у нас итоговой, как модель итоговой моделью. И дальше уже она передается в систему BPM для того, чтобы стать уже исполнимым процессом. Собственно, такой вот цикл мы для себя применяем, и, с моей точки зрения, он является достаточно эффективным, наверное, и стандартным. Ну вот в данном случае это приведен пример рабочей области BPM-системы, которую мы используем. Это область, связанная с ОЦО, показано количество обращений, показано выполненных, там, закрытых обращений, на какие направления шли эти обращения. Ну,
понятно, что там активности и так далее, задачи все фиксируются. Сейчас мы, конечно же, помимо вот тикет-системы, мы еще в данной системе переводим электронный документооборот. Теперь немножко про бережливое производство и связи. Ну вот мы для себя решили, так как мы говорим о том, что процессный подход для компании является системой управления, которую мы принимаем как необходимую и нужную, мы за основу берем процессные модели, и мы говорим о том, что формализованные бизнес-процессы должны использоваться и в других системах или инструментах управления, в том числе в бережливых производствах. Процессная модель у нас состоит верхний уровень IDF0, дальше BPMN. Мы ушли на BPMN для того, чтобы потом их передавать в BPM-системы, да, для какой-то такой интеграции. Дальше мы говорим, что для стандартизации, и дальше мы говорим о следующем. Для того, чтобы стандартизировать производственные либо иные процессы, раньше в компании использовался такой термин СОК, стандартная операционная карта. Ну, я думаю, что, не знаю, надо рассказать, не надо, ну, инструмент, но не для всех процессов, не для всех видов операций СОК, он, ну, скажем, удобен и целесообразен. Поэтому сейчас мы разделили эти три понятия на три. Мы используем диаграмму EPC, справа приведены для каких там целей процессов. Стандартная операционная карта осталась, мы ее немножко трансформировали. И OPL мы применяем также для некоторых операций. Ну, для того, чтобы людям объяснять, как мы это делаем и почему, есть небольшой алгоритм, подсказка для нас, в каком случае и для чего применяются те или иные нотации. Но еще раз говорю, основой всего является формализованный бизнес-процесс. Наша задача формализовать бизнес-процессы с такой детализацией, необходимой и достаточной, чтобы вот данную пирамиду можно было поддерживать. В том числе заказчиками наших услуг являются потребителями коллеги из ИТ, для того, чтобы им также нужно на уровне уже операций документов видеть формализованный бизнес-процесс для последующих задач. И да, бизнес-студия в том числе позволяет, я здесь не буду рассказывать, но у меня был опыт, когда из бизнес-студии можно было выгрузить формализованные бизнес-процессы в программный продукт 1С, к примеру, СППР, для того, чтобы дальше уже на основе бизнес-процессов ввести разработку с привязкой к конкретным утвержденным бизнес-процессам. Эту тоже историю можно сделать с бизнес-студией. Управление идеями. Сегодня вот про них говорили. Мы управляем идеями, как ни странно. Вот. Мы идеи разделяем на два направления. У нас есть кайдзен, потому что у нас есть система бережливого производства. И кайдзен мы подразумеваем, что это идеи, которые подают рядовые сотрудники в первую очередь. Так как эта работа велась гораздо раньше, чем запустился процессный подход, то уже проведена определенная работа, и это коллеги хорошо потрудились для того, чтобы идеи все-таки были более сфокусированы, что ли, да, чтобы не было мусора. Да, мы всегда поощряем идеи, но уже люди понимают, в чем и как работать с кайдзенами. Это одна история. Вторая история – это идеи, которые появляются в рамках проектной деятельности. Вот здесь формализованный бизнес-процесс управления проектами. И у нас всегда есть банк идей. На презентации, я думаю, вы увидите. И при инициации проекта также есть работа с идеями, когда идея отсматривается. Вот с точки зрения проектной деятельности, идеи – это то, что подают менеджмент. Мы переходим на систему, когда мы менеджменту, у каждого менеджера будет свой персональный проект, связанный с повышением эффективности, с пересмотром бизнес-процессов. Это в обязательном порядке. Это, опять же, позволит нам минимизировать потребность во внутренних аудитах или больше закрепить ответственность владельца за то, что его задача – это задача повышения эффективности бизнес-процессов, в том числе для этого его, в общем-то, в компанию берут. Аудиты, про них сказал. Стандартная цепочка, планирование аудитов, проведение, выполнение корректирующих действий. Опять же, в бизнес-студии данный процесс у нас формализован, есть соответствующие документы, есть соответствующие реестры, и мы контроль ведем. Есть ежемесячный отчет по проведенным аудитам, по расхождениям и так далее. То есть абсолютно стандартная процедура. Но опять же, с моей точки зрения, мы потихоньку должны перейти в зону ответственности владельцев бизнес-процессов за актуализацию бизнес-процессов и регламентов и в управляемые бизнес-процессы.
Ну вот итоги, скромные итоги наши за этот период, что у нас мы везде описываем в нотации BPM на 100%, но вот сейчас у нас больше 2000 процессов формализовано. Вы поймите, у нас нету цели записать все вокруг, да? Это довольно странная задача. Формализация процессов делается, исходя, опять же, из цели стандартизации производственных процессов, опять же, для того, чтобы снизить себестоимость и без ухудшения качества. Опять же, наша продукция, ее качество, медали подтверждают нашу корректность. Если говорить про трансформационную историю, вот пример HR ОЦО, мы этот проект сделали, изначально консалтинг нам говорил, что это там год, мы сделали за 8 месяцев. Ну и экономический эффект вот от одного этого проекта не менее 10 миллионов рублей в год. Это подтвержденный эффект. Да, то есть не менее 10 это нам консалтинг говорил, вот мы достигли 18 миллионов. У нас разработаны карты KPI, да, это такой тоже как под результат деятельности. И дальше мы что собираемся со всем этим делать? Дальше мы наконец-таки готовы, и опять же, да, каждый, с моей точки зрения, сроки внедрения всего этого прекрасного инструмента зависят от степени, от корпоративной культуры, от степени зрелости людей, да, и у каждого свои сроки могут быть, потому что, ты работаешь с людьми. И в нашем случае мы вот сейчас доказали эффективность, показали эффективность всего этого метода, и мы сейчас переходим в построение стратегических карт, в бизнес-студии это будет планироваться. До этого в компании применялось подход, было понятие операционная стратегия с использованием S-матриц, да, по-моему. Вот. Мы сейчас переходим на карты целей с использованием бизнес-студии. Мы внедряем управление по целям. Мы дальше будем развивать BPM-систему, мы будем переводить туда процессы, мы будем их делать управляемыми. Дальше мы понимаем, что нам нужно более, скажем, у нас управление идеями разнесено на два разных продуктов, не интегрированных между собой. Мы сделаем единую систему управления идеями и улучшениями. Мы переходим к SOX, аудитам, потому что, с нашей точки зрения, это более целесообразная задача сейчас для холдинга. И мы, так как переходим на управление по целям, мы сбор KPI будем делать в SAP Success Factors. Опять же, весь работа с процессным подходом, с изменением процессов повлияла за собой то, что мы пересмотрели компетенции сотрудников, серьезно пересмотрели компетенции, позволило нам в том числе внедрить SAP Success и в него перенести все, что касается управления талантами и управления по целям. Мы развиваем дальше ФСА, и мы очень активно будем уже активно развиваем RPA. То есть формализация процессов, определение узких точек нам позволило выявить огромный потенциал для RPA в компании. Мы видим за этим будущее, связанное с повышением эффективности.